Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте! Таро-прогноз, гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря. Вот так быстро летит время, уже на этой неделе будет встречаться осень с зимой. Давайте узнаем подсказки карт. Конечно, будем реалистами, любой прогноз о личной истории каждого из нас не расскажет, но я так надеюсь, что мы проведем с вами приятное время и какие-то подсказки все равно вы получите. Или свою ситуацию, может быть, сумеете проиграть как-то. Какой-то пазл у вас сложится. Как альтернативные варианты развития событий рассмотреть, ну, какие-то ваши обстоятельства. И у нас колода 78 дверей. По сути, это метафорические карты. И больше событийный ряд они освещают. Вот давайте узнаем. Основное это двери как бы в них, да? И открыта дверь или закрыта? Какие двери будут открыты или, ну, предложить придется усилия, а может быть, куда-то и не торопиться, мы узнаем. Или каков ключ для того, чтобы открылась эта дверь. И первая карта, что важно знать, или что будет в приоритете для вас, мои дорогие львы и львицы, на эту неделю. Может быть, настроение, общая характеристика. Чего не избежать, или мы смотрим, с какими неожиданностями вы можете столкнуться. Чему сейчас не время или что может помешать? Давайте узнаем, а что же будет тогда помогать? Что скрыто? Может быть, кто-то скрывает. Может быть, и вы чему-то не придаете значения. Дела, работа, бизнес по основным сферам жизни. Достанем карты. Денежная энергия на эту неделю. Что в личной жизни нам подскажут карты? И достанем карту совет. Объединим все то, что выпало. Итак, что же для вас важно? Король кубков. У кого-то проиграется конкретно человек, рожденный под знаком зодиака стихии воды. Это у нас рыба, рак, скорпион. Может быть, он там имеет асцендент, а может быть. И по луне, мои дорогие. Вот по луне тут многие тоже не знают. Но так или иначе, есть еще такое по этой карте, как кубковые карты двора, свидетельствуют о наших партнерах в личной жизни, наших супругах. Может быть, у вас и не оформлен брак, неважно, но вы вместе находитесь, помогаете друг другу, может быть, ведете общее хозяйство или долгое время встречаетесь. Я должна сказать, уходящий ноябрь плюс декабрь на повестке дня личная жизнь для всех нас. Что-то очень важное мы должны определить для себя. Или, если необходимость есть такова, мы, может быть, должны какой-то нейтралитет вместо какого-то противодействия, если сложные отношения установить, какую-то точку сборки как будто найти. Особенно, может быть, в целом даже уделить внимание отношениям, хотя на первый план выходит именно личная жизнь, но в целом взаимоотношения в социуме, может быть, с соседями, еще с теми людьми, которые нам попросту нужны, которых мы не можем проигнорировать. Может быть, с этими людьми как раз, ну, были какие-то шероховатости, когда не сумели договориться. И если мы понимаем, что судьба нас с ними все равно столкнет, поэтому вот, ну, какое-то Соломоново решение вы можете принять. Как будто пространство нам будет способствовать как раз, чтобы мы со всеми договорились. Сама по себе карта говорит о том, что двери открытые. И как будто нам показан русал, который поднимает кубок, и он где-то пребывает в приятных воспоминаниях. Он ждет свою русалочку. Сам-то он ничего не делает, он просто ждет. Важно по этой карте не замечтаться, не как будто ожидание не должно затянуться через меру, чересчур. Какие-то действия нам в последующем, может быть, и придется выполнить или принять какое-то решение. Вот отчасти карта об этом говорит. Но, в принципе, по королю кубков приятные эмоции вас как будто ожидают. Давайте, что же там в неожиданностях? Вы одеваете маску. Или вы чувствуете, я не верю. Вот есть, видимо, те люди или какие-то обстоятельства в вашей жизни, когда вы понимаете, есть недосказанность или кто-то ведет свою игру. И для вас, мои дорогие, тоже придется одевать маску.
Нам показан, почему я про маски, 4 мечей. Именно в этой колоде нам показана закрытая дверь, а возле нее человек, как будто, который страдает недугом, он слепой. Но если мы с вами уберем вот эту трость, да, так мысленно ее исключим из этой карты, обратите внимание, он не похож на слепого. Он хорошо развит, у него развит плечевой пояс. Он не похож на того человека, который вынужденно, ну, так немножко согнут идет или не уверен в себе. Он как раз в себе уверен, как будто ему нужно продемонстрировать, может быть, что он был здесь, или он в курсе какой-то темы, ну так, если в целом мы говорим, но он пока не включается в какую-то задачу. Или это для вас какая-то ситуация, когда вы примете решение, нет, лучше я вот как раз тот нейтралитет установлю, и я не буду буквально в какое-то дело ввязываться. Извините, не очень красивый глагол, но очень емкий и понятный. Почему я так говорю? Обратите внимание, его трость даже в сторону двери не направлена, он просто проходит мимо. Эта карта в других колодах Таро привести мысли в порядок, куда-то не спешить. Может быть, поставить что-то на паузу или, в принципе, какой-то вопрос сам по себе уже, ну, в какой-то паузе или в каком-то ожидании. И здесь вы будете скорее наблюдать или следить за тем, как развиваются события. Видимо, если по части масок, вот такая позиция, когда вы словно, ну, где-то за кулисами наблюдаете за как развиваются события, что говорят люди, как обстоятельства формируют, может быть, какой-то, ну, основополагающий момент, от которого вы можете оттолкнуться. То есть мы все равно как будто что-то ожидаем, правда? Вот есть такой момент. Или вы находитесь в такой обстановке, может быть, это касается работы, у кого-то личной жизни, когда нужно принять важное решение, и для этого тоже потребуется время. Ну, вот для вас как раз такая позиция с масками наиболее будет, ну, наверное, полезна где-то. Не говорить о себе что-то, не выносить вердиктов, не обещать, мои дорогие львы и львицы, будет важно. Видимо, что-то проанализировать стоит. Чему сейчас не время? 4 жезлов. Нет ничего того, что, чему бы не было времени сейчас. Да? По 4 жезлов это, если в других колодах карт, эта карта называется «Праздник после победы», то здесь нам показана семья. Дверь закрыта, но все, кто нужен, они все как раз находятся в теплом уютном доме и как будто вместе понимают друг друга. Здесь показана и любовь, семья, тут и с детьми, но все же в позиции, чему сейчас не время. Ведь 4 жезлов это еще как значение якоря, когда у нас все под контролем. Вот, видимо, на этой неделе явных помех нет. Но допускайте, наверное, какой-то процент, что, ну, не все ситуации вы можете контролировать. Наверное, поэтому где-то приходится вот опять же эту маску и одевать, чтобы с чем-то не просчитаться. Какой-то вопрос сложно решить, может быть, наскоком. А именно нужно определиться и больше, может быть, к этому вопросу не возвращаться. Но самих по себе помех как таковых нет. Нарочито кто-то вам не мешает. Что помогает, давайте узнаем. Ну вот как раз нам в продолжении вот этих где-то 2 карт нам выпадает карта Луна. Обратите внимание, в этой колоде у нас показана, по сути, дверь от Пизанской башни. Потому что дверь под наклоном, и мы знаем, что даже любая, ну, покосившаяся дверь, ее сложно открыть, потому что как-то она не идет. Но если мы говорим про Пизанскую башню, башня все-таки это какой-то оплот, цитадель. И даже если она как будто падает, но падает она уже столетия, и тем не менее стоит очень прочно. И нам как будто в эту дверь нужно войти, попасть в эту башню, в этот оплот. И посмотрите, дверь не имеет замка, не имеет ключа. Ее именно нужно потянуть только на себя. Но страж двери – хамелеон. Нужно договориться с хамелеоном, мои дорогие. Львы и львицы. Хамелеон – это мимикрия. Поэтому вам придется быть искусными манипуляторами. Видимо, изменяться вместе со временем, с какой-то
ситуацией, обстоятельствами, потому что самое главное — создать себе какой-то оплот безопасности, надежности на последующий период. И опять же карта нам о чем говорит? Ожидать, правда. Девушка, которая прогуливается по берегу, она беременна, она как будто в ожидании находится. И карта Луна всегда говорит, пройдет какое-то время, и все встанет по своим местам, выглянет солнце, и то, что сейчас словно в тени, будет явью. Поэтому, правда, какое-то время вот такая маска, вот этот самый хамелеон карта раскрывает. Люди, может быть, таковы или так себя ведут. И плюс какая-то ситуация сейчас еще не прояснена. И, значит, придется вам быть серыми кардиналами, иначе мы можем поторопиться, либо кому-то дать преждевременное обещание, или, может быть, от чего-то отказаться. Тут ведь тоже не время, понимаете, не время для каких-то очень важных решений. И самое главное, все-таки про башню. Берегите себя, мои дорогие львы и львицы, потому что по Луне иногда проходят те ситуации, когда, допустим, мы себя не контролируем. К примеру, если вы оказываетесь в толпе, есть такое значение «меня несет толпа». Это достаточно такое тревожное состояние, потому что мы не способны как-то изменить те обстоятельства. Поэтому, если буквально кого-то из вас обстоятельства жизни, ситуация застает в толпе, вам как будто в первую очередь нужно выйти из нее. Меня смотрят из разных стран. Вот примите это к сведению. По карте Луна может быть, как будто мы оступимся или оступились, да, как будто совершили какую-то ошибку. Нам карта не говорит, что это будет что-то глобальное, но самое главное — безопасность все-таки для вас, и не делать чего-либо, знаете, на автоматизме. Помните, что вы должны каждый момент где-то на этой неделе контролировать ту обстановку, которая вокруг вас, и управлять самим собой. Это вот я про толпу, да и любую другую ситуацию. Все держать под контролем. Это тоже вам будет помогать, потому что в любой момент как будто ситуация сама по себе может измениться. Не рискуйте собой. Не играйте в какие-то, может быть, азартные игры. Это тоже момент. По этой карте нам будет помогать и интуиция. Значит, вы, мои дорогие, будете очень интуитивны. Прислушивайтесь к своему шестому чувству. Оно будет вам давать ценные подсказки. И даже если вокруг что-либо непонятно, то где-то тихий голосок вашей души вам подскажет, как действовать. Это в целом все помогает. Давайте узнаем, что скрыто. Вы знаете, по этой карте, это туз жезлов, вы, правда, можете, какое-то даже альтернативное решение найти тому вопросу или сложной ситуации, и это решение, точнее, оно будет зависеть от того, насколько вы верите сами в себя, в свои собственные силы. У нас показан маг, волшебник, который стоит перед дверью, и да, дверь закрыта, но он ее открывает пассами. Он ее заклинанием открывает или каким-то кодовым словом. Вот как будто вы знаете уже где-то свой выбор, как действовать. Не сомневайтесь в себе. Вот в этой карте очень важно не сомневаться в себе. И значит, какой-то вопрос вы определенно решите. Но сейчас вы можете, из-за того, что сама обстановка словно непонятная, или вокруг вас люди непонятные, вот есть то, что добавляет нам каких-то сомнений. А по тузу жезлов мы в себе не сомневаемся, но и не торопимся, и надеемся сами на себя. Знаете, это вы можете принять какое-то решение, основанное на чьем-то предложении. Или на этой неделе вы можете определиться с какой-то темой, о которой думали долгое время. И, может быть, вот эта ситуация, которая на этой неделе, она не новая. У нас же сейчас в знаке зодиака Телец, а Телец — это у нас благополучие. Находятся две планеты и в ретро-движении — Юпитер и Уран. Как будто перемены неизбежны в нашей жизни каждого знака зодиака. И своеобразное вот это дежавю,
И я и говорю о той ситуации, которая уже сложилась. И вы можете просто в эту неделю остро чувствовать, что сколько ни тяни какую-то резину, а решение принимать придется. И вы его как будто уже знаете. Может быть, где-то вы затягиваете. Может быть, решение само по себе сложное, которое предполагает от чего-то либо отказаться, либо как-то перестроить придется свою жизнь. И тут наскоком, правда, сложно на что-то решиться. Но как будто у вас все получится, мои дорогие. Причем лучше, чем вы ожидали. Дела, работа, бизнес. Не должно быть иллюзий. Семерка мечей. Вы знаете, правда, все-таки называют эту карту, пусть не в этой колоде, в другой, в других точнее. Хотя я вот сколько колод пересмотрела, ни в одной не видела, чтобы это было прописано. Называют картой вора, но это передается из уст в уста и, стало быть, имеет место быть. Поэтому тут, правда, какая-то хитрость, когда вам нужно и интуиция, где-то интуитивно просчитать, предполагать, не гнать от себя мысли, не надевать розовых очков, а правда быть аккуратными, потому что нас могут обмануть. Может быть, окружение ваше таково, что вы уже просчитали, ну, какой-то подвох, и так тоже может быть. И значит, будьте особо внимательны. По этой карте нам как будто девушка рисует двери. Натуральные двери, которые на самом деле прорисованы на карте, они закрыты. Но вот те, которые на ее рисунке, она рисует открытыми, и она как будто свято верит, что она сейчас дорисует свою картину, и настоящие-то двери, они тоже распахнутся. Но мы понимаем, что этого не произойдет. Поэтому, где-то не замыливайте себе глаза эмоциями. Эмоций будет достаточно. И будут и приятные, мои дорогие, эмоции. Все-таки вам ничто не мешает. И четверка жезлов – это, в принципе, якорь. И когда у вас все под контролем, понимаете? Поэтому... Но замечтаться мы не должны. Кроме этого, будьте внимательны к кошелькам, к сумочкам, паролям аккаунтов, к платежным электронным системам. Фишинг у нас все-таки процветает. Неважно, чем вы занимаетесь. Или если вы работаете с документами, прочитайте внимательно все, что написано разным шрифтом. Если вам необходима консультация, может быть, юриста, значит, это следует осуществить. Или собрать какую-то информацию. Что-то вы должны знать наверняка в любом случае. Какая-то картина по делам, по работе, по бизнесу, по зарабатыванию денег. У вас должна быть ясна, ну вот как наяву, а не как где-то в наших мыслях. Есть какая-то конкретика, может быть, называется злоба дня, да, нам что-то и не нравится, но это есть реальность, вот ее надо принять. Давайте денежную энергию. Правда, мы тут больше наблюдаем. Где-то мы будем и вашим, и нашим. Кто-то из вас может уже начать пробовать какую-то новую специальность или вид деятельности, как будто первые шаги делать, или пробу пера, да, в чем-то, развивать, может быть, свое ремесло, творчество, или всерьез подумать, чтобы уйти в свободное плавание, заняться собственным бизнесом или собственным делом, или заниматься тем, что вам нравится, развивать, и это чтобы приносило доход. С другой стороны, это может быть, когда я анализирую, как в отношении со мной буквально рассчитались. В этой колоде карт как будто девушка незаметно телепортируется через дверь. Ей обязательно нужно услышать, знать, видеть, что говорят. И у нас это на финансы. Не должно быть какого-то просчета. И вы знаете, тут действительно... Ну, вот с этими всеми картами есть такой вариант. Или вы можете думать, что меня могут обмануть. Может быть, предыдущая какая-то ситуация. Обещано было одно, а по факту мы получили другое. Или когда я не верю, и мне нужно в чем-то убедиться наверняка, прежде чем принять какое-то решение. Вообще, по двойке жезлов, это когда мы еще не определились с чем-то. Это сам по себе двойка, выбор, дуальность. И нам придется еще быть, как будто пытаться усидеть на двух стульях одновременно по деньгам. Хотя эта карта будет говорить, мои дорогие львы и львицы, доход, может быть, дополнительный доход, пассивный доход или помощь кого-либо, к примеру, вашего родственника, вашего близкого человека, супруга или супруги. Деньги как будто будут. Но вот ваше личное, ну, как устремление или желание заработать, вам хочется какой-то большей стабильности. Вот правда из этой двойки получить, это двойка жезлов, получить вот этот туз жезлов, когда я четко понимаю,
как я могу влиять на ситуацию и что меня ждет в дальнейшем. Личная жизнь, мои дорогие, ну здесь, кстати, деньги будут, правда, вас. Это могут быть как деньги партнера, это могут быть деньги вашей семьи, деньги из каких-то еще других источников. Девятка кубков, хоть и кубки. Это карта самореализации. Хотя, если мы смотрим на личную жизнь, я не могу сказать, что какие-то глобальные перемены или по этой карте мы влюбимся, как любовь с первого взгляда. Но это карта стабильности, это карта успеха, самодостаточности и финансового благополучия. Поэтому в целом для всех вас, мои дорогие львы и львицы, есть это самое благополучие. Но, видимо, с чем-то, может быть, на дальнейший период вам нужно разобраться. Нам ведь здесь тоже показали четверку жезлов и сказали, что, в принципе, у вас сейчас все стабильно. Но продумать какие-то последующие шаги на дальнейшую перспективу как будто определенно стоит вот на этой неделе наблюдать, подмечать, делать выводы, и потом, видимо, на основе этого вы примете какое-то важное решение. Давайте мы посмотрим, правда, еще одна четверка. Четверка – это всегда якорь или всегда уже какая-то стабильность. Четверка пентаклей, в других колодах карта жадины, поэтому, ну, так немножко абстрактно, но скажу, будьте жадинами, правда, деньги как будто больше аккумулируем. Но вопрос-то, вот если мы про совет, как будто девушка нам изображена, ей нужно принять очень важное решение. Вот, видимо, есть тот вопрос, который вы обдумываете явно не одну неделю, а решиться на что-то не можете. А может быть, это та задача, вот как войти в маленькую дверь, да, вот этой девушки, или попасть за этот забор. И придется рано или поздно принимать ну, такое нестандартное, альтернативное решение. Мы ведь понимаем, как попасть. В дверь попасть невозможно. Либо нам нужно будет на что-то согласиться и как будто стать меньше, но теоретически этого и практически этого не произойдет. И чтобы оказаться по ту сторону забора, может быть, там райский сад, хотя нам не показывают, нам придется его как будто перемахнуть, сделать какой-то квантовый скачок. Но еще пока, не теперь, не на этой неделе. И вот, видимо, вот эта карта, опять же, вот этот маг-волшебник, который нам показывает, от вашего какого-то решения будет в дальнейшем зависеть ваше качество жизни. И вы очень ресурсны, мои дорогие львы и львицы, но почему-то, видимо, обстановка такова, что вы не можете на этой неделе, ну, или с чем-то проститься, или на что-то решиться. Поэтому сохраняйте все то, что есть, будьте где-то жадинами, наблюдайте. Ну, видимо, как у нас показан по карте Луна, этот самый хамелеон. Будьте хамелеонами, если другого не остается, что еще скажешь. Но тогда это вам дает какие-то возможности, бонусы, и вы как будто защищены будете. Ну, вот иногда и мимикрия, видимо, ну так, абстрактно говоря, стоит поучиться. Это избавит нас от каких-то ошибок и проблем. Может быть, и придется перестроиться где-то или ловко уйти от какой-то ситуации. Такое тоже может быть. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы и любимы всегда.